Всем добрый день! Сегодня будем шить берет клиньями по ладони. Берем бумагу, у меня миллиметровая, накладываем свою ладошку. Нижняя часть ладошки будет нижняя часть клинышка. Я прибавила по 0,5 сбоку, от среднего пальчика вверх прибавила сантиметра 4. Перегибаем по центру, вырезаем и выкройка готова. Размеры вы видите: 7,5, в самом широком месте 10,7, длина клина 21,7 сантиметра. Подойдет этот клин на 56-57 размер. Клиньев таких будет 8 штук. Если вы 7,5 умножите на 8, будет 60 сантиметров. Но это делается для того больше, чтобы немножко здесь присобрать. Тогда берет ваш будет красивее. Прибавляем сантиметр на швы и вырезаем. Я буду шить берет с остатков ткани. Это остались кусочки, когда я шила себе юбку. И будет у меня такой комплект. Для удобства я сделала выкроечку с более твердой бумаги и уже прибавила примерно по сантиметру на шов. Ну, удобнее на ширину лапки, вернее. По этой выкроечке можно шить также береты из меха. Из меха, ну, там, где ворса не сильно высокая. Допустим, андатра, норка. Там, конечно, на шов прибавлять не надо. Там будет шиться прям вот маленьким-маленьким стежком, допустим, вручную, через край. И направление ворсы в том берете будет вверх. Чем удобна такая выкроечка? Такая выкроечка удобна тем, вот, допустим, и из драпа, и даже из того меха, что можно использовать маленькие кусочки, какие-то остатки. Если вы не захотите, чтобы ваш берет вот здесь был присобранный, значит, кроите где-то там по 2 мм меньше. Но вообще вот этот размер очень удобный. И на среднюю голову 56, и на среднюю 57, и даже на 58 размер. Эта выкроечка тоже подойдет. 8 штук скроили. И по этой же выкройке выкраиваем подкладочку. Желательно с синдипоном. Так, клинья выкроила. Ну и не забываем, конечно, про ободок. Ободок, ширина должна быть, ну, хотя бы 6-7 сантиметров, как у меня. Потому что в 2 раза сложится. Шовчик, вот хотя бы такой должен быть. Ну, вот у меня будет где-то 2,7 сантиметра. В длину размер вашей головы, плюс швы и плюс на свободу 2 сантиметра. Если хотите, чтобы он по голове сидел вот более плотно, но не давил, тогда вшивайте вовнутрь ватин или синдипон. Теперь сшиваем по 2 клинышка. Скалываю только в начале. Изнаночку помечаем, чтобы не запутаться, если ткань схожая по цвету и качеству. Теперь складываем 2 клинышка и 2. Сшиваем. Совмещаем вот эти швы и делаем их в разутюжку. И шьем именно вот отсюда. Четыре клинышка мы сшили. Сшиваем другие. Перед нами 2 детали берета, каждая из 4 клиньев. Складываем их вот таким образом. Здесь 2 клинышка, здесь 2, между ними шовчик. Делаем в разутюжку. Также делаем
с этой стороны, совмещаем, скалываем и стачиваем. Пускай это будет не снизу, а вот дальше нашей иголочки на пару сантиметров. Шьем аккуратненько, иголочку вытаскиваем. Прошили, смотрим, как тут внутри. Ну вот тут один стежочек вылез. Ничего страшного, можно потом его аккуратненько заделать. Так, и теперь сшиваем эту прореху. Перестрачиваем здесь на пару сантиметров. Как говорится, крепче будет. Все аккуратно получилось. Точно так сшиваем и подкладку. Подкладка готова. Она у меня с двух цветов. Вот что было, то и сшила. Нормально для подкладки. Хорошо. Так, значит, ободочек с двух кусочков сшила. И один срез хочу обработать косой беечкой. Можно, конечно, не заморачиваться, но вот мне нравится пришивать подкладку к ободку, когда ободочек обработан косой беечкой. Вот этот срез здесь подгибать не надо, как мы подгибаем, когда обрабатываем что-то на изделии, там пройму или горловину. Все равно этот срез будет внутри шапки. Сшиваем ободок в кольцо. Швы эти разглаживаем. Помещаем ободок внутрь шапки. Лицевая к лицевой, срез к срезу. И прикалываем. Все вот эти шовчики делаем в разутюжку. Их можно было, конечно, отстрочить, но мне нравится, когда вот каждый клинышек как бы заламывается. Теперь берем и закрепляем ободок вот к этому шву. Вручную, крепкой ниточкой, не мелким стежком, но смотрим, чтобы этот стежок не перешел на лицевую сторону. Вот здесь возле каждого шва я сделала насечки. Подкладочку по центру слегка закрепила. Подгибаем сантиметрик. И вот так прикалываем. И будем пришивать к этой косой беечке. Ну, пускай она будет выглядывать пару миллиметров. Сметала. Иголочки убрала, чтобы они нам не мешались. Выворачиваем наизнанку, располагаем ободком к себе. И вот таким образом иголка проходит по ободку внутри косой беечки. Выходит и захватываем пару миллиметриков подкладочку. И вот так подшиваем всю шапочку по кругу. Шьется очень быстро такая шапочка, очень легко. Никаких сложностей совершенно. Вот остались какие-то у вас кусочки, допустим, что-то вы шили. Пошили такой беретик. Это классический практически берет. Он всегда в моде.
Значит, я ничто здесь не присобирала, все легло аккуратно. Потому что вот на шовчик я прибавила сантиметрик. Получается, здесь пошло на заужение. Ну и как бы вот достаточно всего. И свободы, и ширины. Но это вот на 56-57. Если у вас размер побольше, прибавляйте. Ну а вообще вот эта методика построения по ладошке очень даже, я считаю, интересная и правильная. Чем больше ладонь, как правило, тем больше и голова у женщины. По таким старинным технологиям шили еще наши бабушки. И не только клинышек краили для берета, но и даже рукава по ладошке. Кому интересно, заходите, такое видео у меня есть. Вот такой получился у нас беретик. Мягенький, удобненький. Ну, конечно, лучше, если этот шовчик будет один, чтобы ободок был с одной полоски. Вот такой получился у нас беретик. Закрывает ушки. Ну, а когда будет тепло, можно одно ушко открыть. И вот так на бочок. Делаю без зеркала. Может быть, что-то и перекривила. В комплекте с юбочкой. А до юбочки и сумочка нашлась. Шила года 1,5 назад. Натуральная кожа, натуральная замша. Люблю эту сумочку. Но как-то она мне не очень по цвету подходила. А теперь вот к этой юбочке, да еще и к берету, то, что надо. На сегодня все, девочки. До свидания. Всего доброго.